Салют, people, с вами Human, и сегодня у меня для вас неплохая информация, насыщу, так сказать, потому что есть данные о том, что видеокарточки не просто упали вниз по ценникам, естественно, не везде, но также RX 6500 XT, которая, наверное, не самый удачный вариант, она стоит ниже розничной рекомендованной цены. Mind Factory — это один из самых крупных магазинов розничной сети, который находится в Германии, и он нам предлагает видеокарточку AMD Radeon RX 6500 XT от компании непосредственно PowerCover всего лишь за 169 евро с уже учтенным НДС. То есть это получается всего лишь 190 долларов. А на секундочку, НДС в Германии составляет 19%. То есть если мы с вами скостим эти проценты, мы получаем на выходе 160 баксов. Вот и получается, что нынче розничная цена на 6500 XT у нас составляет минус 35%. А в Европе, да. Ну а если вы перейдете в раздел специальных предложений, MindStar называется, то вы увидите, что на сайте Mind Factory есть две модели PowerCover по специальному предложению. В итоге модель ITX с одним вентилятором стоит всего лишь 170 евро, а модель Fighter с двумя вентиляторами всего на 10 евро дороже. Кстати, для тех, кто не в курсе, буквально недели 3 назад стало известно, что Mind Factory, этот сайт, был первым, если не единственным, как раз таки сайтом, который предложил RX 6500 XT по ценнику ниже, чем RRC. То есть еще на тот момент, буквально 3 недели назад, самый топовый и лучший ценник на данную видеокарточку был 200 евро. Сейчас она стоит уже меньше. 170 евро. Минус 30 евро за 3 недельки неплохо. Ну, вполне вероятно, естественно, что такие ценники возможны по той простой причине, что 6500 XT многих разочаровала. И она попросту не смогла конкурировать с той же RTX 3050. Да, там подороже будет 250 баксов, но вот такой вот реальный итоговый результат. Да и в целом сейчас есть тенденция на то, что ценники на видеокарточки падают. То есть на первый месяц марта мы уже с вами видим как минимум минус 9% на стоимости видеокарт. Не верите? Я говорил об этом в этих видосах, плюс вот табличные данные у вас есть. И более того, раз я все-таки затронул тему о том, что карточки дешевеют, приведу вам еще одну статистическую базу. Да, уже есть тенденция по снижению карт, вернее ее динамика и продолжение. Окей, может быть не везде, но 100% это есть в Европе, 100% это есть в США, и 100% покажу вам на примере Newegg и даже на eBay, где очень и очень сильно любят завышать ценники. По типу там Авито на вторичке, по типу там у нас какой-то барахолки и так далее. Однако улучшение касается не только ценников, но и наличия карт. Плюс не стоит забывать также тот момент, что Nvidia уже грозилась снизить ценники для своих партнеров по печатной плате. Ну, естественно, это не так, как ценники перерисовать непосредственно там в каком-то розничном магазине и так далее, то есть на это нужно время. Так что неделька вторая и будет еще больше дроп. Ну, гипотетически. Понимаю, что ценники до сих пор не достигли RRC, но они уже очень и очень близки. Причем есть уже те видеокарточки, которые всего лишь на 20% выше от RRC. Это уже не так-то больно и кусюче. И, кстати, интересный тот факт, что видеокарточки, если есть еще которые в наличии и которые были выпущены до начала пандемии или там в самом-самом старте, они по факту дороже, чем те, которые выходили вот в последнее время. Новые партии. В итоге общая тенденция демонстрирует, что видеокарточки подешевели и... Видеокарточки стоят от RRC больше сейчас на некоторых площадках на 38-50% от RRC, и в частности это касается у нас AMD RX 6000 серии и, естественно, RTX 30 серии Ампер. Но в целом на GPU-шки ценники уже упали на 10-13% даже на том же eBay. 10% на Nvidia приходится и 13% на AMD. Так что по желанию и по возможности лучше брать видеокарточки все-таки либо в Европе, либо в Штатах. В Штатах посложнее, но все же реально. Мало ли, есть у кого-то какие-то выходы или знакомые. Ну, ребятки, на этом у меня для вас на сегодня все. С вами был, как всегда, Human, и как всегда, если есть возможность, кайфовой вам игры.